Няня, ну чё тебе, Варварушка? А у тебя женихи были? Был один. Из волшебников? Эх ты, из волшебника, конюхом служил. Уж больно мы любили друг дружку. Васей его звали, Василечком. Зрители помнят ее как сказочную старушку и добрую нянюшку из советских кинофильмов. В театральных кругах Варвара Попова была известна как одна из любимейших учениц Евгения Вахтангова. Ее жизнь прошла тихо и практически незаметно, оставив после себя много белых пятен. Варвара Александровна появилась на свет в декабре 1899 года в Самаре. О ее юности ничего не известно до той поры, пока девушка не переехала в Москву. В столице Варя окончила открытую при МХАТе 3-ю студию. Ее наставником был великий Вахтангов, а однокурсниками будущие звезды новой советской сцены – Рубен Симонов, Борис Захава, Иосиф Толчанов, Елизавета Алексеева, Цицилия Мансурова. Среди этой драгоценной россыпи воспитанников Евгений Багратионович особенно отличал Попову, ценил ее светлую и искреннюю натуру, природную одаренность и сценическую харизму. 3-я студия стала родоначальницей нового храма искусств – драматического театра имени Вахтангова. С первых дней его существования до 1956 года Варвара числилась здесь штатной актрисой. На заре карьеры она блестяще исполнила роль Луизы в спектакле «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера. После премьеры о молодой артистке заговорила вся театральная Москва. Как ни странно, достойного продолжения прекрасный дебют не получил. Значимых ролей Поповой больше не предлагали, а заискивать она не умела и не желала. Ее имени не коснулась ни одна театральная интрига. Актриса нарочно отстранялась от конфликтов, предпочитая выглядеть замкнутой и нелюдимой. Единственный раз женщина сознательно пошла на открытое противостояние с начальством. Из-за закулисных козней пострадал ее давний коллега Борис Захава. Заступившись за Бориса Евгеньевича, она почти сразу уволилась, окончательно порвав все связи с театром. Первые кинокартины с участием Варвары Александровны вышли на экраны еще в середине 20-х годов. В своих фильмах ее снимали лучшие режиссеры того периода – Леонид Оболенский, Яков Протазанов и Михаил Доллер. На экраны она вернулась только в 1962 После 3 десятилетий молчания актриса исполнила роль деревенской бабушки Агафьи в сатирической комедии Бориса Бунеева «Конец света». Здравствуйте, матушка Клавдия. Здравствуйте. Ну, я же вам 1000 раз объясняла, что в чистой кринке нельзя лазить грязными руками. Нельзя, матушка. Ну, зачем же? Чего? Что чего? Не знаю. Что, не знаете, что в них молоко наливают? Молоко, матушка. Не знаете, что я брезгливая? Виновата, матушка. С этого времени фильмография Поповой начала увеличиваться не менее чем на 2 картины в год. В 1964 она впервые попала на съемочную площадку к Александру Роу. Александр Артурович доверил ей образ слепой странницы в любимой сказке всех советских ребятишек «Морозко». Бабушка, давай помогу. Ох, помоги, родимый. Ой, делай доброе дело. Доброе дело? С превеликой охотой. Мне позарез доброе дело сделать нужно. Ну вот и сделай. Садись. Куда садиться-то? На год. На год. Садись. А далеко ты, бабушка, живешь? Ох, и далече, родимый, все в гору, а там с горы, а там опять в гору. Годом позже зрители увидели артистку в музыкальной комедии «Приезжайте на Байкал». Она перевоплотилась в бабулю-рыбачку Мелитониху, рассуждающую о непростой жизни на берегах могучего озера. Наболтаешь тут всякой чепухи. Компрометировать будешь? Примем меры. Имеется решение. Не пожалею! Я по твоим девушкам на 3 аршина насквозь вижу, и вас насквозь. Правда, она наружу выйдет. Ну, легче, легче, а то выселим ту неядка. Я тебя выселю, а ну выселяйся отсюда, черт пузатый! В 1967-м Варвара Александровна снялась в военной драме «Бабье царство» в роли Комарихи. Ленту Алексея Салтыкова о годах фашистской оккупации посмотрело почти 50 миллионов жителей Советского Союза. Хозяйка, принимай гостей. Входи, да только тихо. Аль боишься, мышей испугаем? Старичок у меня там отдыхает. Он что, с того света пожалуй?
Аль ты, мать, последнего ума решилась? И что значит? А мы того, значит, решили сочетаться. Пусть эпизодически, но актрисе посчастливилось появиться в экранизации «Братьев Карамазовых». Ее героиней стала престарелая кухарка Матрена, служившая у Грушеньки. В самом конце 60-х Александр Роу вновь задействовал Попову в одной из своих телевизионных сказок. В детской картине «Варвара. Краса. Длинная коса» 70-летняя артистка сыграла няньку волшебницы Степаниду. Надоели. Приходят за всякими пустяками. А мне так хочется вязать научиться. А на кое тебе нужно? Ты же у меня волшебница. Ты все можешь. По-вашему, по-волшебному. Не хочу по-волшебному. Ух ты. Хочу по-настоящему. Как у людей. Как у людей. Тут, детка, терпение нужно. В 70-е годы Варвара Александровна уже почти не снималась. Как она жила и чем дышала после ухода из кинематографа, никто не знал. Актриса отошла в мир иной в очень преклонном возрасте в октябре 1988 года. Ее последним пристанищем стало Веденское кладбище Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.